Как же я по вам соскучился, дорогие мои всезнайки, умницы и умники, котики и зайки. Вижу по вашим слезливым глазам, что вы не забыли старину Фримана и готовы и дальше разгадывать загадки и искать месседжи. Но у нас мало времени, и поэтому сосредоточимся на главном. Мир, наконец-то, окончательно слетел с катушек, и поэтому сегодня в моем шапито представление всем на удивление. Бабки, которые придумали детки. Детки, к слову, были, Вилки тоже. а бабок никаких и И не было. Люди тупо ходили и меняли то, что у них было, на то, что им было надо. Типа репку на телегу, а телегу на кувшин винища. Простая и понятная система. А если чего-то в мире было мало, как гвоздей или там наконечников для стрел, потому что никто с железками работать не умел, то они, естественно, ценились посильнее. Потом вообще стали всякими редкими металлами меняться, и получилось, что если кто разбогател, то носит как дурак с собой полтонны золота. И неудобно, и ограбить могут. Поэтому придумали сдавать все тяжести на безопасное хранение. Так появились банки, которые все им даденное нарубили на одинаковые части и ввели золотой стандарт. А из расписок, что они там выдавали, мол, подателю всего мы обязуемся вернуть его копейки, как раз и получились деньги из бумаги. Все просто и понятно. Нигде буржуй не наживается. Но совсем недавно при помощи ловких слов и хитрожопых словесных манипуляций баблоделы отменили золотой стандарт. То есть всех тупо кинули. Радуйся, мужичок. Раньше ты деньги менял на золото, а теперь ты будешь их менять на покупательную способность. То есть сейчас любая валюта – это просто бумага, краска и распоряжение сверху. Считать данный типографский набор счастьем и высшим благом. А кто будет выступать против распоряжения, тот барыга, разжигатель, террорист и садомит! Но я открою вам глаза, дорогие мои. Подумайте. И в моем призыве не будет ни единой доли шутки. Государство занимается благоустройством улиц. Это хорошо. Но это же не значит, что лично вам нельзя покрасить забор или посадить дерево. Хорошее надо приумножать. А еще государство печатает деньги. Это тоже хорошо. Ведь любая валюта – это кровь экономики. И чем быстрее она будет течь, тем живее будет эта самая экономика. Хорошее надо приумножать. Будь то электронные деньги, подарочные карты или вкладыши от жвачек. Внимание! Каждый имеет право выпускать свои деньги. В этом и есть главная буржуинская тайна. Тоже мне тайна. Вот, допустим, кузнец Василий нарисовал 100 гениальнейших картин. За 1000 рублей продал их все соседу и вскоре скоропостижно умер, видимо, от пьянства. А сосед поехал в город и у знакомого барыги от искусства наварил вдвойне. А тот их выставил в своей моднейшей галерее и по одной давай толкать за бешеные деньги. И все такие: чё так дорого, слышь ты? А он им: ну так Вася умер же, картин больше не будет, ограниченный тираж. Такая же фигня с биткоинами, к примеру. Там тупо математика не позволяет клепать их бесконечно. Нельзя вот взять и так просто выпустить еще 100 тысяч миллионов, если захотелось. Потому что Вася умер. И стоят они ровно столько, сколько за них готовы заплатить. Так же, как и антикварные тарелки или там трусы Иосифа Виссарионовича. Так что баблом может быть вообще все, что угодно, чего мало и чего трудно или невозможно повторить. А это значит, что почти все вокруг нас состоит из денег. Ну, охренеть. А еще есть хорошие деньги Йохана Гезеля. Очень эффективно работают, кстати. Пока за них не начинают расстреливать.